Друзья мои, но я надеюсь, что никто не принял мой вчерашний рассказ за чистую монету. Я не обидела никого, никто не оскорбился за пельмени, за инопланетян, все хорошо посмеялись. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что вот этот мой первоапрельский выпуск тоже может иметь интересный образовательный смысл. Это был прекрасный наглядный пример того, как создается псевдонаука. С помощью небольшой манипуляции датами и фактами мне удалось доказать совершенно абсурдную гипотезу. Причем практически все фактоиды, которые я использовала, реальны, и вы можете легко найти их в интернете. То есть вы можете проверить мои слова, что создает впечатление реализма всего доказательства. Практически все иллюстрации и фотографии существуют в реальности, и я их даже не фотошопила. Буквально пара изображений были подделаны, но большинство я взяла как есть. Я использовала реальные свидетельства очевидцев, которые были зафиксированы, и вы можете их найти. Но я опустила то, что они были записаны, но они не были доказаны. То есть мои утверждения как бы имеют опору, но сама эта опора висела в воздухе. Да, фотографии НЛО существуют. Но кто сказал, что на этих фотографиях космические корабли инопланетян, а не крышки от мусорных баков? Затем я упоминала только те даты и обстоятельства, которые были мне выгодны, которые подтверждают последовательность событий. И умалчивала, что часть этих событий так далеко отстоят друг от друга, что если бы я об этом упомянула, то все перечисление не произвело бы такого эффекта. Полый корабль у Цурабуны был найден в 19 веке на пляже. Никто не видел его летающим. Все равно, конечно, интересно, откуда он приплыл, но перечислять его через запятую с Плутархом и его кораблями в небе, мягко говоря, натяжко. И, кстати, об авторитетных источниках, об исторических источниках. Наверное, не так много людей, давно закончивших школу, обратит внимание, что я использую повесть временных лет, написанную в XII веке, для подтверждения событий середины XVI. Но повесть временных лет звучит солидно, а уж цитата на старославянском и вовсе придает всему этому шоу академическую элегантность. Только специалисты знают, когда на самом деле произошло Великое восстание Югры. Но если вы заглянете в Википедию, там постоянно кто-то против кого-то восставал. И замаскировать этот подлог очень легко. Подогнать правдоподобно звучащие доказательства можно под любую самую случайную и поверхностную связь событий и явлений. Забить здоровый скептицизм авторитетами и еще потом нажать на эмоции, чтобы совсем отключить критическое мышление. Поэтому я хочу вам напомнить, что не только 1 апреля нельзя верить всему тому, что пишут в интернете. Пельмени не летают. Если летают, то недалеко и невысоко. Всего вам доброго. Пока-пока.